Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 10-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня вновь буду бороться с квестами-висяками, с поиском флешек и сигарет, но также в планах выйти на квест «Оружейник», часть 2, со сборкой Ксюхи. Поэтому будем пытаться раздобыть или сварить большой магазин на 60 патронов для АК, который тормозит на данный момент квест от механика. На момент монтажа выпуска поддержали Волт, Залиери, Иван и Жека. Большое спасибо, ребята, за подгон. Тарков, я иду. Всем приятного просмотра. Скромная страховочка, ну хоть что-то. Лучше, чем ничего. Готов к постройке тир, можем теперь испытывать свое оружие, если будет такая необходимость. Ну и плюс порядок какой-никакой. Санузел второго уровня тоже готов у нас. Теперь мы можем сварить себе большой магазин на 60 патронов. Только осталось найти кек, ленту, либо найти ингредиенты для варки, кек, ленты. Но, по-моему, проще будет саму ленту найти. Из квестов висяков это конкретно вредная привычка. Одну пачку Lucky Strike сигарет мне нужно будет найти. И будем закрывать этот квест. Второй висяк это что на флешке. 2 флеш-накопителя мне нужно будет найти еще. Но это то, что будем пытаться найти попутно. С утра, наверное, запущу. Сегодня на берег отправлю первого дикого. Посмотрю, как там обстановка по активности и так далее и тому подобное. Играю также на своих серверах Казахстан и Екатеринбург. Играю не в час пик, так что, скорее всего, будет тихо. Главное, что времени побольше мне отвалили, чтобы я успел сходить на основные точки, где я планирую лутаться. План простой. Посмотреть попутно сумки, тайники, куртки на наличие ключей, сигарет, флешек. В метеостанции, он же Чупа-Чупс, на Норвинском коттедже. Помимо коттеджа можно будет еще и деревню саму посмотреть. Там очень много курток внизу, там дачный этот поселок. Такие планы, в общем. Забор разрушенного дома. Во, и тупик светлый тоже мне нравится. Тут у меня медальончик. Можно было бы вынести для этого самого, для миротворца, да, по квесту. Блин, у меня еще и медицина туда-сюда. Вроде и немного в этой солеве, но... А где-то тут у меня вот здесь рядом совсем тайничок. Возле канала я появился, поэтому мне... возможность такая выпадает пробежаться через всю абсолютно карту. Вот тебе. Во, пошел процесс. Вот это мы любим ножнички тоже туда. Что тут у нас тогда? Какой маршрут будем ставить? Здесь, наверное, через эту 22 минуты у меня имеется. Хватит, наверное, мне все это дело просмотреть. Если быстро, не торопясь все делать, то я успею и вышку сотовую глянуть, и Чупа-Чупсы, Норвинские, коттеджи, еще и в деревне успею покопаться. Но это если прям все быстро-быстро пойдет. На ГЭС тогда не пойду. На ГЭС есть 3 ящика с инструментами, 1 сумка, пару курток, 2 даже сумки. Хотя можно было бы. Но время поджимает. Нет, не пойду, наверное. Да там еще и такая, просматриваемая вся территория. О, неплохо. Че, начнем с Чупа-Чупса? Там картотеки. Твою мать, как черт из табакерки вылез. Ага. Ага. Так, а у меня... Там кто-то копается, по-моему, наверху. Что-то я не вовремя... Не, у меня бронежилета нет, нифига. О, так там еще один под машиной, смотри, труп. Нет, все, я не пойду наверх. Отбой. Здорово, Норвинский. Тут у нас ящичек есть. Сейчас как найду.
Такие пойдут нам. О, вот такие бы тоже забрать, ну. Ну что, в Норвинском тоже есть что посмотреть. 2 компьютера, 2 сейфа, сейфах. По-моему, больше шансов найти какую-нибудь флешку, чем в картотеках. Чисто вроде. Нема ничего. Ну и ладно, нам оттуда ничего не надо было. Сейчас мы тут будем смотреть. Что тут у нас? Никаких. О, да тут... Гульнул кто-то. Пьяный лежит какой-то. $5000. Тарзанчик на пару ячеек больше, поэтому его сразу... Вот так вот. А вообще я сюда за другим пришел. Что-то труп увидел. Сразу лутать. Ну, раз спящий там был скрыт, я не удивлюсь, что и здесь все уже выгребли. Пусто. Причем выгребли быстренько довольно. Не знаю, скорее всего и картотеки тоже смотрели, да? Не, фигня, пусто. Это нам не подходит. Мы в таком случае пойдем тогда на коттеджи. Вот те, блин, и сходил за дикого, посмотрел, да? Чё к чему, да чё почем. Блин, там тела валяются вообще на дороге. Готов поспорить, что тайник там тоже вскрыт. Тогда одна дорога. Надо идти на коттеджи. С коттеджа идти в деревню. Дачный поселок этот. Да и все. И там смотреть по курткам. Сколько бы там ни лутали, там в любом случае оставляют нетронутые некоторые места. Потому что их, ну, чересчур много там. А так прям кропотливо, чтобы каждую курточку, каждую сумочку смотреть. Так немного кто лутается. Заберу у него трансформер, чуточку она побольше. Да и все. Пойдем дальше. Отсюда начнем свою экспансию. Так, вот тут на кирпичиках здесь бывает кек спавнится, но не всегда, конечно. В тайнике есть возможность его еще глянуть. А, тайник уже все осмотрено. Нормально, нормально. Блин. Ну, значит, и эти коттеджи тоже, наверное, осмотрели, да? Ключ на бочках? Нет, нету. Понятно.
Блин, жалко, что статус, вот это не то, что статус, а вот она вроде закрыта, как будто не тронута, а внутри все перешурудили. Жалко, что это не сохраняется для диких. Вот здесь бронежилет поинтереснее лежит. Вот отсюда, видимо, они и шли, да, со стороны тоннеля. И все подряд выбивали. Все места, которые я хотел посмотреть, они по всем по этим местам и пробежались. Не знаю, нет смысла, наверное, здесь что-то смотреть. Ну, давай, хотя бы куртки, может, не тронули, не? Во! Вот это то, что надо. Вот это уже нормально. Это уже есть возможность целый квест-висяк закрыть. Хорошо. О, аж настроение что-то это поднялось. Так, показывай. Дачный поселок. О, здесь тоже двери открыты все настежь. Тоже, что ли, все? Прошу. Да, смотри, сумки открыты. Причем эти уже открыты сумки. Это, видимо, уже какой-то челобот отрабатывает здесь. А мне вот гостей бы не очень-то хотелось бы сейчас испытывать судьбу. Ну давай, кек мне ленту какую-нибудь. Красный таймер. Тут есть в деревне у меня 5 тайников. Плюс в каждом доме по куртке по 2, кое-где и по 3. И дать... О, да, смотри, ключ 303. Это квестовый, кстати, ключ по квесту «Золотые понты». Я вот не помню, если честно, он у меня есть или нет. По-моему, у меня уже есть такой ключ. Не помню точно. Вот проблема, раз в 2-3 дня заходишь. Нифига не помнишь потом, есть что, нет что. Ага, тут он был. Где-то, по-моему, здесь шарится до сих пор. Что-то такое ощущение, если честно. Тут у нас что? Ага, куртка открыта была. Понял. Тайник открыт, да? Открыт тайник. Ну ясно, он где... А, вот и трупы, смотри, нифига себе. Так это может быть и нифига не этот. Может это ЧВК вообще? 2 диких. Ну это 2 челобота рядом, скорее всего, да? Хотя без лута. Совсем. Кто здесь? О, ё-моё! Ты чё так пугаешь, негодяй? Блин, опять я эти шаги слышу. И это, походу, не он уже. Твою мать. Что за маньяки тут лазят? Или я тебя все-таки слышал? Нет, что-то я не хочу рисковать, если честно. Блин, у меня тут квестовые предметы, 303 ключик. Пойду-ка я лучше по добру, по здорову. В тупик светлый. Вот тут кек еще можно глянуть.
Как будто кто-то крадется там по камням. Или, может быть, я на самом деле того, который на дороге там был, слышал. Но нет, по ощущениям явно кто-то прям маньячно так крался. Пошел я. До дома, до хаты. Донесу лучше сигареты. Да, и здесь вскрыто. Все, отлично. Спасибо, до свидания. Тупик светлый, за этим грузовиком. За этим кузовом, точнее. Не, ну денек начался, будь здоров. Целую квест-висяк я закрываю, за которым охотился, несколько выпусков. Все, вот тебе и сишки. И не пришлось в лес никуда идти. Черед ЧВК настал. Берем кедр, который получил я в награду за выполнение квеста. Помню такой комментарий, что писали, мол, выдают тебе какую-то пушку, да пофиг, бери с ней. Чисто для интереса, чисто для разнообразия, что ли, прогуляться. Вот я, пожалуй, так походу и сделаю. Все равно я одеваюсь довольно скромно. Поэтому и пушку возьму себе такую скромненькую. Пойдем поищем кек-ленту на развязке. Я ее в магазине Оли 100 раз встречал. Так как идем на развязку, я постараюсь сразу же по компьютерам поглядеть. По садоводству часть 4. 2 кулера мне нужно будет еще пронести. Я думаю, что это не проблема. Компьютеров на развязке море. И чуть не забыл с собой деньги взять. На ТЭЦ я обычно выезжаю. Бронеразгруз у меня небольшой, поэтому без рюкзака выходить не хочется. На развязку. В полдень, и да тут страховать-то нечего. Поехали. Если даже одну кек-ленту найду, сразу же в альфа-подсумок, там галка не нужна. Зарядим производство магазина, и сегодня оружейник второй закроем. Ой, я на МЧС заспавнился, я же прям как раз за Олли, да? Да, погнали в Олли. Вот отсюда сразу сейчас с черного входа внедримся. Тут и кек первый я прям самый буду ходить смотреть. И тут же можно будет посмотреть компьютеры на наличие кулеров. И ТЭЦ. Там и выйдем. Можно было бы в дыре в заборе выйти. Там максимально безопасный такой выход. Но там нужно будет без рюкзака выходить. А я бы хотел немножко подлутаться. Я здесь на резерве всегда нахожу что-нибудь интересное по хозяйским вот этим вот причиндалам, типа ВД, элит, шланги. Но сейчас мне конкретно кек нужна лента. Кек-лента имеется? О, вижу кек-ленту. Бам, сразу в альфу. Все, пацаны. Оружейник, часть 2 сегодня будет. Гуляем. И тут информационка рядом возле касс. На информационке я тогда сразу и кулеры гляну. А вообще можно прям туда вглубь уйти, там компьютеров завались, там и офис есть. Там еще одна информационка. Мать твою, чего тут пугаешь? Все, понял, в центр мне нельзя находится. Ладно. Да, первому заходить и осматривать все эти места нетронутые, конечно, гораздо выгоднее и приятнее, но и опасней в то же время. В разы. О, вот эту штуку можно забрать. Вот эту. Мы это все, знаешь, что сберем? Еще одна кек-лента. Подожди, подожди. Мы вторую заберем туда же, в альфу, потому что мне галки-то не нужны. Даже несмотря на то, что их по квесту надо. Потом для квеста отдельно наварим или найдем где-нибудь. Все, хорошо. 2 магазина на 60 уже будет у меня. Круто. Еще бы 2 кулера. И можно домой идти. Пока немного у меня квестов на разведку. Да, в принципе-то у меня их и нет, по-моему. Тут на разведке никаких квестов. Барахольщика еще не открыл. Откроется он
На 17 уровне мне один всего уровень докачать остается. Все. И можно будет ходить потом сюда, в торговые центры. Начнутся квесты от барахольщика. Но мне бы хотелось в первую очередь... Во, пойдет. Прапора прокачать. Что он там делает? Что он там возится? Я что-то не пойму, где он, если честно. Или это со звуком что-то какие-то фигня? Какие-то проблемы. $12 тысяч стоит, говорит комментатор. Так, что-то я увлекся, мне же компьютеры нужны. Я как сюда этот, страна чудес. Сюда попал и тут исчез. Пошел лутать все подряд. Темновато, конечно. Даже, блин, день вроде, да, светит все это хорошо, прекрасно, но... Темно, я, наверное, подсвечу как-нибудь. На входе сюда в Волле. Блин, вот эти вот силовые кабели. Они же вкусные. Вот, у меня афак же целый есть. Вот его и использовать будем. Что там еще, кек нигде не завалялся у вас? Принимаем кек ленту. Эх, здесь пару компостеров. Какой он там, первая? Первая или вторая? Или тут? А, через одну, по-моему, они. В первой, в третьей, по-моему. Компьютеры. Пустой? Да, первая, третья. Блин, и кулер подъехал. Чё ты приперся-то сюда? Иди отсюда, дай полутаться. А, это дикий. Попал, не попал? Ну, пусть он там на стреме сидит. Мне в ту сторону все равно уже не идти. Мы сейчас здесь поморим в офисах. Так, этот на ключ, который закрывается, офис логистики. Тут 2 кабинета с компьютерами. Блин, конденсаторы бы я забрал, если честно. DVD. Нафиг мне ваш DVD? Сумка закрыта, значит открыта. То есть наоборот. Но ничего нет. Блин, ну давай мне один кулер, и я пошел. Фиг его знает, что теперь делать с этим.
Ножницы, пишут уже. Ножницы дорогие, за 40 тысяч стоят. Да мне куда продавать? Народ не учитывает некоторые, которые пишут, что типа вот ты выбросил там 50 тысяч стоит, там фильтр 300 тысяч стоит. А мне, блин, куда я его дену-то? Мне его некуда продавать. У меня же барахолка не открыта, вы не забывайте это. И схрон у меня не резиновый, там место-то с гулькин нос. Сейчас потихонечку разжиреем, сейчас потихонечку откроется уже. Во, релешка, само то, что надо. Вот это я точно заберу реле. Тряпки потом сварим. Сейчас барахолка откроется, освободится место и в схроне. И пойдет прогресс по квестам. По крайней мере, оружейника точно начнем пилить. Как бешеные. Сколько там? Плюс 8. Мало. Не то пальто. Начнется апгрейд убежища. Не надо будет ходить трястись за вот эти... Ой, проводочки. Конденсаторы. Ничего этого не надо будет. Все, тут сейчас как разэтываемся, раскачаемся. Так, ладно, тут классно у вас, но нам надо идти дальше. Где еще тут можно будет... Блин, вот где он стрелял, вот как раз там можно было бы и посмотреть. Там еще есть офисы с компьютерами. Пойдем посмотрим. Надо кулер. Кек-ленту-то я нашел. И она у меня никуда не денется. Она в подсумке у меня. Пропан стоит, баллон. Вроде как тоже нужны, да? Пропаны будут по квестам. А там будет и один квест такой, по которому мне в награду дадут 2 пропана с галками. Мне еще, кстати, нужна будет спираль одна для обогрева. Я бы ее тоже затарил. Шланг. Бинт выкинем. Сюда и место есть. Вот это, вот это. Эх, сушничок-то поддавливает уже. Горло-то пересыхает. Трубы горят. Здравствуйте. Вот, нашел я его. Он, скорее всего, где-то там возле эскалатора. Может быть, в той стороне стрелял, а не здесь. Это еще нормально все. Блин, и вот все хочется забрать и проводочки, и Аленку. И все мы это заберем, получается? Сишки на столе лежат прям. Че, все что ли? А где еще? А вот компьютер. Во, сушняк, смотри. Ну ты вовремя, родненький. Родненький мой. Ваше здоровье. Метаболизм уровня 8. Лучше, чем в жизни метаболизм уже. Тоже впитаем сходу его. И магаз не забыть. Ич, давай. Неудачно кинул.
Так, что там у нас? Компьютер-то я не посмотрел. Пошел, сок увидел. Где-то тут еще один должен быть компьютер. Вот он. Компьютер говорит... Нет, HDD только есть. Больше ничего нет. А жаль, я рассчитывал на этот компьютер. Так, сумку глянем. Давай глянем. Обычно, когда неохота идти, вот ты потом идешь такой посмотреть, обычно там что-то интересное находишь. И сам себе потом думаешь, блин, хорошо, что посмотрел. Но это не тот случай, все нормально. Проскочим тут. Тишина. Проскочим. Пойдем незаметно в сторону ТЭЦ, но попутно. Тут возле пожара есть, короче, полки еще одни интересные. Тут свечи и аккумулятор. Можно глянуть. О, вижу, красивый. Лежит. Кривенький ты мой. Сейчас мы тебя заберем. Вот он, симпатяга. Кабели фить. Вот так вот. Огонь. Все, можно домой теперь идти. Вместо кулера аккумулятор, я согласен на такой обмен. Все, больше нет ничего, да? Ладно, окей. Надо будет не забыть, когда будут квесты здесь, в этом, в торговом центре, надо будет не забывать смотреть вот эти места спавна. Вольно надо будет заглядывать. Не лениться, чтобы закрыть этот авторем. Готов. Закрыть авторемы, чтобы не было необходимости для закрытия этого авторема там покупать какой-то танковый аккумулятор, деньги тратить на него, прям время тратить на его разбор на несколько таких аккумуляторов. Потом те, блин, продавать за бесценок, туда-сюда возня. Мне поинтереснее самому все это найти добро. Хорош. Ну давай мне еще валуну какую-нибудь кучерявую, а я пошел. Понятно. Заберем. На ТЭЦ есть еще пару компьютеров. Нет, конечно, там конкретной точки спавна этого, но там еще и картотека есть. 2 компьютера. Че, кто его знает, когда он моргает? Может, и найдем. Сейчас второй кулер как раз там на ТЭЦ на выходе. Все, на выход. О, полный тайник. Только ничего интересного, да?
Есть машинка. Зашибись. Все, впитываем тогда лут. Блин, и правда писали мне, что черные эти... О, 105-й. Кайф. Что в черных ящиках часто искра спавнится. И на самом деле так оно и есть. Который раз уже нахожу, блин, искру в черном ящике. Что тут забрать? СЛ-очки бы забрать. Это викинем тогда. Реле заберем. Болты. Вот тебе и собирал. Все назад теперь. Нет, это подороже. 27 тысяч будет. Хрен с тобой, с Газан. С Газаном с этим. Газан мне нужен будет для... Да, уже не помню для чего, но в убежище для крафта нужен. Не для крафта, а для постройки чего-то там нужен будет. Но это будет еще не скоро. Я к тому времени уже буду счастливым человеком, у которого будет открыта барахолка. И вот такие вот невыгодные предметы я буду покупать там, на барахолке. Все, сейчас поглядим компостеры. И на хату. Тайник у нас имеется здесь. А ведь эти... Питание-то еще не подали на ГЭС, на ТЭЦ тут, прикинь. Не подали еще питание, офигеть. Это значит... Вообще полупустая карта, что ли? Только внутри там человечки бродят. Кого они там, правда, ищут, непонятно. Судя по всему, здесь ничего не лутали. «204-й ключ от комнаты сейфа, но он у меня есть». Во, вот это мы заберем, ССД. Че, врубим? По фану. Хотя, блин, зря я это сделал. Сейчас этот гул будет. Надо было перед выездом врубить его. «114-й. Тоже есть. Эх, блин, я думал аккумулятор какой. Нечего выкидывать, все уже. Все, что имеется, все нужное. Поехали домой тогда, что тут тереться. Тут я вроде все осмотрел.
Не нашел, к сожалению, я второй кулер, но ничего страшного. У меня все равно еще видеокарты ни одной не сдал, так что... Как-то так. Безопасная комната, закройте дверь. Оказывается, просто включаешь, и она начинает светить. О, здрасте, сок. А давай выпьем. 27 гидрации. Метаболизм сейчас славно качать, да, пока эти ивенты идут с жарой в Таркове. Еще и магазин успею забрать. Фить. Хе-хе. Нормально. Ну вот. Хороший, вкусный, питательный рейд получился. Главное, что я кек ленту нашел. Сейчас зарядим, короче, в санузле производства 60-ника. Как раз еще один, наверное, рейд я схожу, а то короткий получится выпуск. И он сварится в аккурат. Почти пустой рейд получился. 25 минут. В моем распоряжении вся Олля была. Почти что. Сразу залетаем в санузел, заряжаем. По времени час 23 будет вариться. Так что сегодня я дождусь, пока сварится хотя бы один магазин, заряжу второй и запишу оружейник. Закроем квест. Оружейник, часть 2 с АКСУ. А второму передаю аккумулятор. Видишь, вот оказался в нужном месте в нужное время. И один аккумулятор сдал. А ведь если один сдал, можно еще 3 сдать. По садоводству часть 4 тоже передаю кулер. Всего один остался. Я думаю, где-нибудь по пути его и найдем. Не обязательно даже на развязку ходить. Раз не обязательно на развязку ходить, раз я уже все запланированное на сегодня раскрутил, развертел, давай сходим еще раз на берег. Тогда только сходим теперь за ЧВК, чтобы у меня побольше времени было, и чтобы я пораньше там первым ходил по интересным всяким местам. Посмотрим картотеки, куртки на наличие ключей и прочего. Так, идем на берег. 17:54 в 6 вечера отправляемся в путь. Страховать нам нечего. Все отлично. Пошли погуляем по бережку. Поищем какие-нибудь ключики, флешки. Ну и лутать будем, скорее всего, те же самые места. Это Норвинский, это Чупа-Чупс и это коттеджи с дачным поселком. Так, тоннель, проход через скалы. Это я куда попал? Ой, да я прям под Чупа-Чупсом. Смотри, вот это спаун отличный какой. Идеальнейший. Я, значит, самый первый сейчас погляжу, что тут по картотекам, по сейфу. И это очень хорошо. Так. Что там у нас? Для берега не очень хорошая, если честно, такая пушка. Я даю себе в этом отчет, но... Раз уж взял, то пока не потеряем, теперь будем с ней лазить. Да или продам ее, пофиг сейчас. Если не сольюсь. Опачки. Опачки. Ваза, твою мать. Я тебя искал в прошлом вайпе, черт знает сколько. А ты мне вот так вот раз и выпала, да? Вот так вот оно легко и просто и бывает. Тоже механику нужен будет по квесту. Маленький аккумулятор этот. Миксер. Для безопасности пригодится. Даже сразу его переместим в альфу. Счетчик Гейгера не нужен. Евро СЛки. Тройники я сдал. Сиденье нужен. И все. Ну и ладно. Пошли на Норвинский тогда, что ли? А, нет, еще внизу есть пару ящиков оружейных. Так-то вроде тихо. Вроде бы. Фигня.
Фигня. Кругом фигня. Одна фигня. Теперь держим путь на Норвинский, получается. Здесь у нас с этой сопки есть такой спуск, он же и подъем. Вот здесь между камней. И все тут рукой подать. Хотя еще на ТЭЦ хотелось бы сходить. Но мне больше интересно, если честно, глянуть картотеки и глянуть коттеджи. Вот сейчас по таймингам самое время такое, когда здесь встречаются те, кто появился на тоннеле, с теми, кто появился на дороге на таможню. Здесь обычно и начинается какой-то нездоровый замес. Но с той стороны шли. Вроде как не слышал ни выстрелов, ни кипиша никакого. С этой стороны тоже ничего такого не слышал. Можно попробовать в Норвинске забуриться. Если там будут дикие, это не страшно. Главное, чтобы санитар там не терся. Спокойно так, чтобы лутануть все. Тю-тю. Ну нормально, спокойно, тихо. Вроде как, сразу второй проверю. А то бывало такое, что трешься на первом, а наверху санитар. Не, никого нет, отлично. Я здесь один. В моем распоряжении весь Норвинский полностью, получается. Понятно. Не, ничего интересного для меня тут нет, к сожалению. Эти сейфы ничем меня не смогли порадовать. Тогда в картотеках я чувствую, сейчас тут лежат две флешки, прям две подряд. Вот она первая, вот она вторая. Тут нет вообще ничего. А, нет, есть что-то. Здравствуйте, пожалуйста, спасибо. Зато ежедневников с ума сойти. Пойдет. Твою мать, 2 ключа 203. А чё не флешки-то? А знаете, в чем соль самая? Это вот я сейчас 2 флешки найду, это еще фигня. Мне потом еще надо будет 3 флешки. Может быть, мне проще уже раскачать разведцентр какой-нибудь и там начать варить эти флешки. Я, блин, вообще не знаю. Или их порезали, спавн этот, или не знаю. Или мне просто так везет. Нет, его не порезали, это 100%. Не может быть. У вас тушенка упала, месье. Или что там, селедка с багажника. Фигня, короче, это все. Пойдем вдоль берега тогда. Я не знаю уже, ну, по тайникам тогда, что ли, смотреть, искать эти флешки. Здесь тайник в раздевалке есть, еще дальше там есть, там такое своего рода сток какой-то, слив, как его правильно назвать, не знаю.
Там еще будет тайничок. Ну и подниматься только на коттедже, если... Спираль, Аленка. О, майонез, нифига. Пошли на следующий тайник тогда. Вот он, этот слив, и здесь между кустом и камнем дальним тайник. Здравствуйте. Ого, битком. UMP. А на юмп у меня патроны вообще можно купить где-нибудь или нет? Я что-то не припомню. Там же 45-й АЦП. А такие патроны продает. Скорее всего, либо механик, либо миротворец, да? Посмотрим, если будут патроны на АЦП, может быть, возьмем с собой юмп. Но вообще, я бы не хотел сейчас с ППшками лазить, тем более на берегу квесты. Здесь по-хорошему либо с карабином каким-нибудь, либо с автоматом. Либо с оптикой. О, крайняк. Давай через стройку посмотрим, тут еще тайник есть целый. Что нам могут сказать коттеджи? На коттеджах там... Ну, хотя нет, подожди, тут же тоже на втором коттедже есть два сейфа. Сейчас попялимся. И ключик на бочках надо поглядеть. А то придется покупать в следующий раз. Мне же терапевт потом зарядит квест. С офтальмоскопом помеченным, который спрятан в закрытом коттедже. Там по-любому придется тогда покупать ключ. А он дорогой. Чё там, пацанчики? Тихо, да? Страшно, бляха-муха. Чик. Вроде тихо. О, ключ, смотри! Офигеть, вот это везение. Уже сколько времени прошло, он до сих пор лежит здесь. Ключ от черного входа в коттедж. Хорош. Все. Дорогой ключ у меня теперь есть. Дорогой ключ. Обращаюсь к тебе со всем уважением. Спасибо, что ты есть и появился на бочках. И дождался меня. Вот, этот ключ мне не только квест поможет выполнить, так тут еще и, смотри, компьютер. Плюс еще здесь два сейфа, правда, один из них закрыт, но ключ от него, вот он и кулер. Мой ты красивый, ждал и лежал меня. Вот, эта сторона, блин, локации меня, оказывается, здесь ждала. А я хожу там по Норвинским каким-то. Ключ от сейфа от второго купить не проблема вообще. Он там стоит небольших денег обычно. Возможно, и встречается он чаще, только я хз что-то... Где его искать? Может, у него есть какая-то конкретная точка спауна. Вот этот сейф, но там, видишь, закрыто. Ну что тогда, будем пользоваться? О, да ладно, сейф. А нет, это оружейный сейф. А это что такое? Ключ 118. Не то. Что тогда, раз такой тихий рейд, что эту сторону противоположную никто не лутал? Смотри, тот коттедж открытый, который никто не заходил туда.
Если и сумка... А, нет, сумка вроде... Хотя нет, не лутана, просто там ничего не появилось. А ну. Чё теряться? Давай порыскаем. Тут как раз самая вкусная часть карты осталась в плане курток. Курток как грязи сейчас будет. Чувствую, сейчас какие-нибудь ключики интересные найдем. Помимо коттеджа. Нет, тут никто ничего не лутал. Тут все на месте, все нормально. Вот тебе. Квас выпьем. Что-то я забыл вообще про него. А надо было кабачковые икры жахнуть сверху сначала. Сейчас, наверное, опять там пацаны, кто выходит в какой-нибудь Афганистан в рейд. Опять, наверное, пишут: да почему у тебя пустые подсобки на заправке, говорит. Этот ключ пригодится. Вот, я же говорю, что-то вкусное найдем по ключикам. Почему у тебя такой пустой? Да потому что я играю сейчас, время вообще не час пик ни разу, сейчас утро. Все либо спят, либо на работе, либо пьяные. А где тут ящик валялся? Лежал, то есть стоял большой. Хрен его знает. А где тут тайник был? Что-то потерялся я. А, вон, все, вижу. Вижу. Ну давай, порадуй меня. Дай флешку. Ё-моё, жук шестой. А куда мне его пристроить-то? А некуда. Шланг только если. Так, ладно, мне нужна будет разгрузка. Сейчас быстренько родим разгрузку. Либо с дикого можно будет стянуть ее, да? Да пофиг, хоть какую-нибудь. Я тогда бронеразгруз свой стряхну. Вот этим бронеразгрузы эти и неудобные. Как бы да, практично. Одну тряпку фук натянул и все. Бронированную. А вот когда доходит до того, что находишь какой-нибудь бронежилет интересный. Блин, а его продать, наверное, там больше сотни. Как пить дать. Барахольщик отвалит. Мне такой броник вообще нафиг пока не нужен. 6 класс. Хатапку бы забрать. Хрен с ней, некуда. Ну дайте разгрузочку-то, парни. Блин, сахар. О, дикий лазит, братела. Скажи, что у тебя РПС, пожалуйста. Никому не говори только. Нет, не РПС, но... Жилет охранника. Тоже пойдет. Ну сюда магазин и... Сейчас новый зарядим, один выкинем.
Так. Сейчас разберем. Полумаска квест. Шланг бы забрать. Кулер. Вот это заберем. Вот это. И вот это. Тут у нас сахар был. Сюда его. Все, и бронежилет сейчас на себя напялим. Будет прикольно, если я подойду, а его нет. Нет, все на месте. Отлично. Вот, теперь можно дальше порыскать. Вот теперь от души полутаемся. Места нет, но ничего, мы держимся. Вы держитесь, говорит. СЛ я заберу. СЛ мне для освещения сейчас 3-го уровня нужны будут. Там 4 штуки, по-моему, мне необходимо было еще нарыть. Темнеет потихоньку. Надо торопиться. Так, тут 2 куртки висит и 2 или 3 сумки валяется. Рублики. Блин, хотя там одна ячейка 9000. Что-то коплю эти рублики, а толку есть? Блок питания. Ладно. Понятно. Где еще? У нас еще впереди есть тайник. Время уже все. Без 10:09. А, тут еще 2 куртки. Может, кек-ленту получится еще одну найти хотя бы. Было бы здорово. В каком-нибудь ящике. Чего бы нет. Я бы тогда и прапорщика квест бы закрыл нафиг. Не только оружейник. Так вот сделаем.
А вот если бы был у меня планшет для документов, я бы и все купюры, эти все разные валюты забрал, и ключи бы туда же бы пристроил. И медиатор бы туда бы поместился. Сколько он времени-то, ой, времени говорю, сколько он места-то экономит неплохо. Тут в этой хате еще курток несколько. Так, 306 не надо. Тут что-то. Это выпьем. О, она не дает штрафа гидрации, смотри. Можно слопать. И сытым и довольным остаться. Блин, взрывчатку нашел, или что это? Газан, здорово! Ты что тут потерял-то? Одной рукой курит, другой газоанализатором анализирует. Шумной стала локация, уже 10-й час. Сейчас будет темнеть быстро очень. Надо поторопиться. Это же ведьмин дом, да? О, пошел, смотри. РБ, УРБЗ. Или УРБ-3. А почему ведьмин дом? Потому что тут... А, тут сумка есть, кстати. Да, сумка. Я, по-моему, показывал, почему это ведьмин дом. Потому что... Вон почему. Там стул на потолке. Жуткое местечко. Опа, элит, что ли? Элит надо. Элит пассатижи нам понадобится тоже для строительства. Там в убежище кое-чего. Не помню уже точно чего. Но я это все дело выписал там на бумажку все. Точно помню, что он не понадобится. Болтики заберем. О, СЛ тоже бы забрал. И еще одну ячейку, например... Че он там 2000 стоит у терапевта, да? А я уже почти на выходе. Так что это не проблема вообще. Порох зеленый. Ё-моё, меня в прошлом выпуске чуть не унизили за порох. Меняется на чё-то. О, еще пушка. А, Ксюха, понятно. Нам Ксюха не нужна. Тут в хате можно глянуть. Сейчас народ вообще кто-нибудь смотрит там еще? Вы никак не уснули там? Очень, наверное, интересно смотреть, как хожу, лутаюсь.
Ну а по-другому как? Я бы ВД забрал. По-другому как? По-другому никак мне этот лут не пройдет. По-другому деньги никак не будут зарабатываться. А если я начну что-то пропускать, да я бы мог бы вообще не публиковать этот рейд, сказать, вот я ходил в рейд, нашел ключ от коттеджа, но это вообще другой контент тогда получится. Это какой-то краткий обзор на рейды будет. И все. Какая-то нарезка уже получится. Это вот такой вот путь. И на этом пути не только Стрелялово, Мочилово и быстрые рейды. Но бывают и рейды, когда... Пейт, вот если ты нашел бы Солеву, ты бы забрал, наверное, ее как аптечку, да? Все, тут больше ничего нету. Вот такое тоже бывает на этом пути со дна. Приходится лутаться, ходить. Но меня абсолютно не напрягает, если честно. Вот это вот лутание, ходьба, лазание. Мне даже по приколу полазить, поковыряться. Надо же, вообще ничего не вскрыто. Как будто я вообще один-единственный человек на карте. Ей-богу. Надо же так удачно попасть в рейд, в котором вся локация абсолютно в твоем распоряжении. Наверняка будут еще типы, которые сейчас в лазурке там пробежались и все такое. Но то, что мы с ними не пересеклись, и никакого шума вообще на локации я не слышал. И не то, что не пересеклись, а даже следов их не вижу. Дымоход. А у меня места нет. Это здорово, это здорово. Вот сейчас как раз мне и нужны такие тихие рейды. Зубная паста, пацаны. Блин, еще фонарика нет на кедре. Не, ну все, надо сваливать. Ну да, по сути-то я уже все, я осмотрел что-то. Можно и не можно было. Тут еще пару квадратных километров облутать и все. Здесь на дровах бывает тоже что-то спавнится. Тютю, ничего нету в этот раз. Открывайся. О. Забирать. А в этом в ящике выдвижном я вообще в последнее время ничего вообще не встречаю. Хоть и говорят, там что-то спавнится, туда-сюда. Вообще ни разу ничего не видел. Так везет, что ли? Блин, я пушку нашел. 103-й автомат. Прощай, UMP. Здравствуй, 103. Щелочь. Блин. А щелочь мне для пищеблока нужна. Пожалуйста. Я как раз там нашел интересности. Блин, что выкинуть, а? Не знаю, что выкидывать уже. Плату выкину. Зато сейчас как построим пищеблок, прикинь, как классно будет. Кек. Это же еще один магазин на АК.
Шестидесятник. Ладно, материте меня трехэтажным, но я вазелин выкину. Использую, наверное, да, разочек его. Все. Ну чё, пацанчики, домой? Домой. Знаю, что сейчас в темниках вам вообще ничего не будет видно, но я постараюсь там подсветить, как смогу. Не всегда это помогает. Но будем надеяться, что монитор я сейчас коплю на моник. Будем надеяться, что моник это исправит, так как я записываю Full HD, а потом конвертирую его в 2К. И это решает проблему, но неполноценно, скажем так. Блять, красиво-то как. Долгий получился рейд, но зато продуктивный. Я очень много полезных вещей оттуда вытащил, которые мне позволят закрыть некоторые квесты, это раз, и позволят установить улучшение некоторых элементов убежища. Пищеблок, поехали. Вот, видишь, не зря щелочь вынес, смотри. Улучшаем. 4 часа время постройки требуется, но зато будет восстановление энергии и гидрации поинтереснее. Это круто. Дальше идем. Санузел, магазин готов. Значит, сейчас приступим к выполнению оружейника, часть 2. Садоводство, часть 4. Притаранил кулер. Про кулеры забываем, про видеокарты не забываем теперь. Оружейник, часть 2, ядрёна вошь. Смотри, что тут у нас требуется. Давно я уже хотел сделать этот квест, он застрял, ёлпалы. Короче, нужно, говорит, цевьё B11, расширенный магазин на 60, но компактный на 6 ячеек, говорят, не более. Эргономика больше 56, отдача 600, прицельная дальность 100 и больше. Вес 3,5 килограмм или меньше. Вот и все, в принципе. Все, понял. Значит, смотри, есть у меня B11 цевьё, оно с галкой трофейное, где-то надыбал, но его можно спокойно купить у лыжника. На первом уровне стоит почти 6000. Фигня. На 60 магазин я сварил, цепляем сразу. Теперь нам нужно эргономику подкрутить. У миротворцев 2 класса мы берем пистолетную рукоятку Soul Style, черную или белую, без разницы. Они обе стоят $44, и обе они дают плюс 11 эргономики. Все, подключаем сюда, получаем 55 эргономики. Плюс 1 всего эргономики надо. Решается этот вопрос вообще на изи-пизи. Либо берем тактическую рукоятку за $32, на первом уровне миротворца она доступна. Либо можем взять РП за 3000 рублей, рукоятка затвора. А вообще я затупил, вообще ничего не надо. Смотрю, у нас тут дульный тормоз-компенсатор минус 2 дает эргономики. Его можно чик снять. И все, ничего не надо. Значит, вам нужен цевьё B11, пистолетная рукоятка от 11 плюс эргономики и магазин на 60 патронов. Все, квест можете сдавать. Складываете приклад, чтобы было 6 ячеек, и передаете по квесту для механика. Оружейник, часть 2, квест закрыт. Вот такой вот он простенький. Все упиралось просто в этот гребаный магазин на 60 патронов для АК. Вот как-то так. Следующий оружейник я не смогу сделать, потому что на МП5 нужен будет 50 патронов магазина. У меня недоступен он в продаже нигде. Так что ждем барахолки, что ли. Теперь он дает мне квест «Сигнал», часть 1, новый квест. Найти первый источник сигнала на берегу и второй источник сигнала на берегу. Оба находятся на антеннах источники сигнала. Это один на Чупа-Чупсе, где метеостанция. Просто подойти посмотреть надо на него. Второй источник находится на крыше западного крыла. Там тоже просто подойти посмотреть и все. И выйти с локации. Все, на этом я на сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск будет интересным. Хотя возни и топтания по этой деревне было много и долго и упорно. Я еще раз повторюсь, это также путь со дна. Это тоже часть прокачки. По крайней мере, у меня эта часть входит также в прокачку. Всем спокойных рейдов, отличного настроения. Не забывайте, что лето заканчивается. Обязательно съездите на рыбалочку или там на шашлычки, на дачу куда-нибудь, если есть такая возможность. Я тоже сваливаю, пару-тройку дней меня, возможно, не будет, так что не теряйте. До следующего выпуска. До свидания.